Всем привет, я Humid Peach, и догадайтесь, что сегодня будет. Да, в последнее время у нас много распаковок, но в будущем, скорее всего, их будет уже не так много. Поэтому давайте насладимся возможностью, моей возможностью покупки разных творческих материалов из разных магазинчиков. Сегодня будет у меня не одна вот такая вот маленькая посылочка. Еще вот такая вот тяжеленькая, но уже из России. Это, если что, из Швейцарии. Вроде бы да. По крайней мере, трекер показывал, что она идет из Швейцарии. И прежде чем начать это видео, распаковывать материальчики, показывать вам, какие штучки я купила, конечно же, еще я буду показывать цены. Где-нибудь здесь будет в долларах, потому что, мне кажется, доллар — это более универсальная валюта для того, чтобы показывать цену товаров. Я бы хотела поблагодарить спонсоров этого канала, точнее людей, которые подписаны на мой Patreon, смотрят мои эскизы, которые я нигде не выкладываю, и в целом поддерживают мой канал и мое творчество. Спасибо вам. Кстати, не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайк авансом. Если что, в конце ролика вы можете убрать, если вам видео не понравится. Но сейчас поставьте лайк и давайте начнем. С какой посылочки начать? С которой тяжелая? Давайте с тяжелой. А вот эти заграничные сладости мы оставим с вами на десертик. Там, кстати, я уже не помню, что я заказала, хотя доставка была очень быстрая, но это все равно никак не помогает мне запоминать, что я заказываю в этих посылках. Но это все очень-очень важное и красивое. Не всегда, но я стараюсь заказывать красивый материал. Какой-то фетиш на красивые материалы. Да. Короче, у меня есть промокод в красном карандаше, это магазин находится в России, промокод Humid Peach, он дает 10% скидки. Я от этого ничего не получаю, то есть вам просто будет скидка на все заказы, то есть типа это не единичный промокод, вы всегда можете им пользоваться. Если воспользовались, то напишите в комментариях спасибо. Я решила немного изменить формат распаковок, как вы заметили по последним, не знаю, какая будет из них первая смонтирована, но я подумала, что теперь я не буду показывать, как я сразу открываю, показываю все, что там есть, а я буду показывать вам на камере по одной какой-нибудь штучке, доставать, так сказать, чтобы вам было, чтобы вы не знали, что будет следующим. Мне кажется, будет немножко интереснее, как бы, не знаю, такой сюрпризик вам тоже. Давайте просто откроем. Как всегда, мой любимый нож. Кстати, это, если что, японская фирма. Japanese. Олфа. Посылка, кстати, оказалась очень тяжелой, я даже не ожидала. Поэтому что же я там заказала? Кстати, вы можете поставить видео на паузу и поставить, что может быть здесь такого. Я подожду, ну а вам скажу. Скорее всего, это скетчбуки. Вы знаете, что я люблю скетчинг и... Давайте расскажу небольшую историю. Не знаю, короче, потом в комментариях напишите, понравилось вам или нет, нужно ли добавлять в этот формат такие более разговорные сегменты, где я что-то рассказываю. Типа, например, почему я решила это купить. В общем, вы знаете, я занимаюсь скетчингом очень часто, рисую карандашом в скетчбуках от Sakura. Это не реклама, просто мне очень нравится бумага. Подумала, что за все это время я никогда не пробовала какую-то более... известную, наверное, или дорогую бумагу, например, от Canson или Fabriano, которые это популярные бренды, которые производят бумагу для разных материалов. Потом я зашла в магазин и поняла, почему я это не делала.
Во-первых, цена. Цена кусается. Действительно, у других брендов очень дорогие скетчбуки, но я подумала, окей, я должна, типа, адекватно оценивать любую бумагу, даже которая мне очень нравится. Я решила, что хочу купить скетчбук для графики и немножко сравнить бумагу, где она будет мне нравиться. Может быть, они просто будут как альтернатива друг другу. Грубо говоря, возможно, будет везде классная бумага, и нужно будет просто выбрать, что больше понравится. В общем-то, первый скетчбук это... Это новинка от Фабриано. Я на самом деле хотела заказать очень маленькие альбомчики, чтобы вы понимали, да, примерно как скетчбуки Сакура, потому что там у них есть 12 на 12 или 14 на 14 размер, такой маленький квадратик. Я подумала, что закажу что-то похожее. Извините меня, я, кажется, немножко не посмотрела на размер альбома. И, кстати, это оказалась склейка, по крайней мере, там было так написано. В общем, ого! У нас с вами историческая сводка, кажется. Нужно будет почитать. Ну, я вам приближу, конечно. Можете сами почитать. Вроде как это новинка. Но выглядит, по крайней мере, прилично, потому что я поняла еще одну причину, почему я не покупала другие скетчбуки. Я думаю, вы знаете, что, наверное, мой канал начался с обзоров на скетчбуки Art Creation. И тогда я их купила по причине того, что они были черные, но у них была классная обложка, я не знаю, постараюсь сюда вставить, классная, красивая, которая привлекала внимание. Из всех скетчбуков она реально выделялась. И я такая, какой стильный скетчбук, он мне подходит. И когда я зашла в магазин, чтобы найти что-то для скетчинга, я увидела, что обложки у других альбомов какие-то некрасивые. А это, я считаю, выглядит очень стильно. По крайней мере, мне нравится цветовое сочетание. Не знаю, по качеству все выглядит нормально, типа все аккуратненько, ну, как бы... А теперь давайте посмотрим, что у нас с вами во второй коробочке из этой посылки. Это все еще первая посылка. Не переживайте, будет недолгой. Я примерно помню, что там находится. Какие ваши предположения? Что я заказала на этот раз? Что я еще не покупала в своей жизни? Что мне не дарили? Вы сможете догадаться, что я решила заказать сейчас? У меня теперь появился шопер. Если что, я не хожу в магазины с пластиковыми пакетами. Конечно, я иногда их приходится покупать, потому что я забываю все свои авоськи и вот такие вот сумочки. Теперь у меня появился вот такой шопер. Буду ходить за покупками, покупать продукты, которые я не люблю. Буду все видеть, что я свободный художник. Давайте немножко покажу, но или не буду показывать. Тут очень все красиво выглядит, но давайте продолжим. Что я на этот раз могла заказать? Действительно. Скетчбук лишним не будет. Чтобы вы понимали, там у меня находится очень много новых скетчбуков, но они большого формата. Мне нужен маленький. А, кстати, для чего мне нужен маленький, я вам не сказала. Почему я решила еще купить скетчбуки? Потому что я отправляюсь в путешествие, и я решила, что хочу какой-нибудь определенный формат скетчбука с собой в путешествие. Еще я хотела купить скетчбук в точку. Но не получилось этого сделать, потому что не было в магазине в наличии. Так что, надеюсь, куплю на месте. Вы догадываетесь, что это? Так-то. Я купила кучу кулячек. У меня здесь есть одна любимая, но я не пробовала на самом деле все. Есть, которые вообще меня прям раздражают на самом деле. И я решила купить все, которые нашла. Здесь очень много брендов. Это Create a Color, Derwent,
Faber-Castell. Faber-Castell купила 2. Одна цветная, другая не цветная. И Kohinoor, и еще какая-то ластик-клячка Сонет. Самая дешевая. Так что мы с вами, ребята, скоро сравним, какая из них лучше. Так что пишите в комментариях, если вам интересно посмотреть обзор на клячки, какая из них окажется мягче, удобнее и в целом будет мне более симпатично. Это карандаш. Чтобы вы понимали, его цена вот такая. И сейчас мы оценим, как он выглядит. Выглядит ли он на свою цену. Ой, блин. Так, Hard Soft. Здесь есть очень модная Hard Soft. В общем, он как-то меняется на Hard и Soft. Я думаю, походу мне придется тоже сделать обзор на мои металлические карандаши. Давно пора это было сделать, но дело в том, что некоторые из них потеряла. Это причина, почему я не показываю свои материалы. Они просто теряются. Или кто-то крадет их у меня. Короче, это вот такой вот металлический карандашик. Металлический пластиковый, то есть пластиковый корпус и металлическое основание. Выглядит достаточно симпатично. Это что, трещина? Нет, это вроде так и должно быть. Он в магазине был в наличии только с толщиной стержня 0,3-0,35. Вот, я, кстати, заказала тоже стержень для этого отдельно. Никогда не использовала такой тонкий карандаш. Мне стало интересно попробовать. И я решила взять более-менее симпатичный. Мне кажется, дизайн неплохой. Хотя я обычно люблю супер минималистичные дизайны. Я думаю, вы заметили по моему инстаграму. Подписывайтесь на мой инстаграм. Еще один пакетик. Не знаю, что это. А, еще клячки. Жесть. Там столько брендов клячек было. Короче, кто-то на точилку мне дали в подарок. Что это? Это еще клячка. Это все клячки. Это что, как будто бы шоколадка какая-то. Шоколад? Да, реально, это клячка. Это... А чё их так много? Я реально подумала, что это все, что вот у меня в руке, это... Ну, это все было. Это все клячки. Ребята, вы обязаны писать в комментариях, что хотите обзор на эти клячки, потому что я хочу реально посмотреть уже и сравнить их. А, опять одинаковые. А нет, не одинаковые. Кстати, тут есть как минимум 2 клячки от одного бренда, но у них написаны разные номера, то есть, типа, видимо, они должны как-то отличаться, типа, модель клячки, понимаете, да? А какая-то, вот эта вот вроде устаревшая, 421, 400... А, это устаревшая версия, это новая версия. Ну, кстати, вроде какая-то из них мягче, более какая-то упругая. Ну, не знаю, в общем, посмотрим, ребята, столько клячек, я офигею. А что же дальше? А догадайтесь, блин. А догадайтесь, что я могла еще купить. Как и говорила в начале, скетчбуки. Давайте. Ох, надеюсь, ничего не порвала. Так, здесь мягкая обложка, я не хочу ее повредить, так что давайте я буду от себя, точнее в себя, в себя направлять нож. Чем же он отличается от обычного скетчбука, которых у меня куча? А я вам скажу. Да, все верно. А то я слишком уверенно смотрела, не смотрела в камеру. Это скетчбук в точку. Я, короче, случайно увидела у одного художника, что он делает эскизы и всякие скетчи для будущих работ в скетчбуке с точками. И я такая, я также хочу. Так что, если хотите какую-то идею для покупок, не знаете, что купить, заходите на мой канал, я всегда вам помогу. Потому что я отлично с этим справляюсь, всегда нахожу, что покупать. Вот такой вот, кстати, очень приятный скетчбук. Стоил недорого. Ну, мне кажется, по крайней мере.
Вот знаете, в детстве, ладно, это не детство, я уже была подростком. В 16 лет я пошла в магазин и купила вот такой толстенный скетчбук за рублей 500. Да. В детстве, на самом деле, была это большая для меня сумма, но я все равно его купила, потому что он, во-первых, был очень большим, при этом миниатюрным, и там не совсем была качественная обложка и так далее, но на тот момент он был очень крутым. Сейчас, мне кажется, такой скетчбук будет стоить, как вот в детстве, наверное, рублей 800 или 1000. Но в целом, мне кажется, цена приемлема для каждого скетчбука, то есть, типа, они стоят сколько стоят. Вопрос, откуда я беру деньги? Во-первых, я работаю, я художник. Этот канал не просто так здесь. Это у нас скетчбук с вами от Canson. Artbook Mix Media Multitechnic Nuclea de Medios. Не знаю, хорошо ли я прочитала на каком итальянском. 14 на 21, 224 грамма. Короче, наверное, я его не буду открывать, потому что я хочу их потестить, порисую и потом только вам расскажу. Не думаю, что есть смысл делать сразу обзор, потому что первое впечатление может быть обманчиво в том плане, что я могу просто не увидеть какие-то косяки, и поэтому многие материалы я просто не показываю, просто потому что я перестаю ими пользоваться, либо они мне не нравятся, либо я просто ленивая, и мне лень снимать видео. Чаще всего, потому что мне некоторые материалы реально очень нравятся. Я рисую ими все время, но, знаете, вот есть любимые вещи, которыми ты не хочешь делиться, но я же блогер, я должна это делать. В целом, короче, ладно. В следующий раз я с вами поделюсь первой вещью, которая мне понравится. Но в будущем будем ждать от меня, я тоже буду ждать от себя обзоры на скетчбуки. Просто я показываю обзоры на скетчбуки, но те, которые я заканчиваю, те, которые мне в итоге нравятся, и чаще всего это одни и те же вещи. Да, к сожалению, если мне что-то понравилось, то я пользуюсь этим всегда и почти никогда не изменяю. По этой причине я решила и заказать эти скетчбуки, чтобы понять, верно ли то, что я остановилась на каком-то одном предмете. Потому что часто бывает так, что ты уже привыкаешь к этим вещам и перестаешь пробовать что-то новое, может быть, где-то есть что-то лучше. По этой причине я решила посмотреть, что же есть на рынке, какие скетчбуки для карандашей. О, очень милый скетчбук, вот такой красивый оранжевый цвет, смотрите, какой потрясающий, реально яркий. XL почему-то написано. Не знаю, это вроде у них какая-то линейка XL, потому что какой бы формат ни был, везде написано XL. Кто знает, для чего это. Так. Текстура. Что вам могу сказать? Бумага не супер плотная, а текстурированная достаточно сильно. Я вам поближе покажу, не волнуйтесь. Есть небольшие точечки на бумаге, выглядит это мило. Бумага не желтоватая и не супер белая. Потому что у Art Creation и Sakura бумага немножко более желтоватого оттенка. Мне, кстати, больше нравится. Я бы вообще хотела какую-нибудь супер состаренную бумагу, чтобы она сразу продавалась. Короче, бумага выглядит довольно-таки приятной. Не знаю, как будет на самом деле, но в целом мне нравится уже. Индивидуальная упаковка, извините меня. Я видела у многих художников, что они используют именно эту бумагу для рисования карандашами. Вот, и я решила не отставать от трендов устаревших и попробовать ее. По текстуре похоже очень вот на Фабриано, но бумага более белая. Я думаю, это видно невооруженным взглядом. То есть, типа, это такая более молочная, что ли. Цвет шампань, не знаю, какой цвет, как обозвать этот цвет. А это прям такая белесая.
не очень люблю белую бумагу, но я не буду предвзято относиться к этим вещам, потому что, когда начинаешь рисовать, просто уже не обращаешь внимания на то, каким цветом бумага. Но иногда, кстати, для некоторых работ действительно нужна более тонированная бумага. Текстура такая, кстати, более видимая. Не знаю, мне такая не особо нравится, но не будем предвзято относиться. Попробуем и расскажем. Я-то думаю, почему, блин, эта посылка была такая тяжелая. Это просто скетчбуки весят очень-очень много. Я, кстати, старалась выбрать скетчбуки с разным описанием, то есть там действительно написано было, для чего она подходит, что она там сможет избежать, типа там никогда не... Короче, там было очень много описаний у этих бумаг, что типа они там какие-то особенные, друг от друга отличающиеся, что это вот не просто для карандаша, а там обработано как-то специально. Вот, поэтому я взяла абсолютно разные скетчбуки, старалась брать не из одной линейки, то есть вы видите, тут здесь есть Canson, 3 скетчбука как минимум, и они все разные. Вот, я, кстати, не понимаю, ну, типа, можно же просто сделать очень классный скетчбук, с классной бумагой и все. Зачем вы предоставляете мне этот выбор? Кстати, ой, помято. В реальности выглядит намного лучше, потому что на фотографии выглядел прям непрезентабельно, я вам так скажу. Мне даже казалось, что обложка совсем безвкусная, но она выглядит неплохо. Такая вот глянцевая, гламур. Бумага. Ну, кстати, бумага похожа на то, что вот здесь находится. То есть, я не знаю, а вдруг они одну и ту же бумагу туда суют? Это мы, короче, посмотрим, потому что они вроде себя позиционируют по-разному, и всего этого разная цена. Но опять же, они могут, наверное, писать разные вещи только из-за того, что у них отличаются обложки. Типа у кого-то твердая, у кого-то мягкая, на пружинке и так далее. Короче, не знаю. Надеюсь, здесь разная бумага, и все-таки она будет как-то отличаться. Но есть подозрение, что нет. Я знаю, что многие писали в последнее время, что хотят больше разговорных видео, типа соскучились. Конечно, было не очень много людей, но я все ваши комментарии вижу, читаю, и не всегда, конечно, отвечаю, но стараюсь лайкать как минимум. Вот, и... Наверное, поэтому я решила немножко изменить эти форматы, потому что я снимаю чаще всего их, но по некоторым причинам я обычно молчу и не очень много рассказываю про себя, про какие-то вещи, которые приходят мне в голову. Вот, я решила это немного поэтому изменить, и, конечно, я буду рада вашей какой-то активности, там, поставьте лайки, подпишитесь на канал и просто напишите комментарии, если рады таким изменениям. О, чуть не забыла, последнее, что у нас с вами осталось. Это вот такой вот пакетик. Это вроде бы стержни. Здесь, короче, здесь и карандаши еще есть. Я потому что помню, что заказывала еще один карандаш, но не могла его найти здесь. О, еще одна клячка была в другом пакетике. Ой, а это что такое? Ластик из термопластичного чего-то там. Короче, ничего не видно. Очень маленькие, я думала, это какие-то стержни. Я не знаю, что это, для чего вообще. Короче, у нас еще с вами одна клячка добавилась в эту огромную кучу. Короче, давайте вам покажу карандашик, который купила. Это Gravure 1000 от Pentel. Короче, вы знаете, что у меня есть Pentel 500. Вы про него постоянно спрашиваете. Если вы хотите узнать мои материалы, которыми я пользовалась и пользуюсь, смотрите мои видеоролики на канале или можете заглядывать в мой инстаграм. Там я стараюсь показывать в кадр, короче, мои материалы попадают часто. Либо подписывайтесь на мой Patreon. Ну, выглядит нормально. Я думала, будет хуже, потому что мне не совсем нравится такой дизайн, но я подумала, необычно, черненький. А то у меня все какие-то светленькие. Я решила, вот видите, сегодня я в черном такая, типа, годка. Но не совсем, да, панамка же белая. Вот. Выглядит нормально, такой более тяжеленький. Думала, будет совсем легкий, пластиковый, но он в итоге все-таки из металла.
То есть сначала это из металла. Ну, конечно, во-первых, он стоит очень дорого. То есть это карандаш стоит больше 1500 рублей, дайте угадаю. Но прикол в том, что у меня почти все карандаши дорогие. Я потому что пользуюсь механическими. Механические, по сути, вечные. Вот, поэтому я всегда просто покупаю классные корпусы, которые мне нравятся в процессе. Все, типа, они мои любимые. Вот и все. Как сделать мой карандаш любимым? Просто дайте мне нормальный карандаш. Симпатичный и чтобы не ломался. Потому что, знаете, в детстве я всегда покупала самые дешевые механические карандаши. Да, я с детства, кстати, рисую механическими карандашами. Потому что я ненавижу точить карандаши ножом. Это ад для меня, чтобы вы понимали. Я, конечно, я даже это делать особо не умею. Ну, то есть у меня это не то, чтобы хорошо получается. Вот, я всегда покупаю механические карандаши. И мне это нравится. Мне не нравятся ваши ведьмины когти. Понятно? Я все сказала. Так, это какой-то просто подарок, графитный черный карандаш. Карандаш черно-графитный. Мы поняли тебя. Буквально недавно начала менять в механическом карандаше стержни и поняла, что у меня их больше нету. Пришлось вот заказать. Я заказала несколько брендов, которые я уже использовала, и некоторые новые. Например, я никогда не использовала Аристо. Аристо? Звучит как-то странно. Короче, Аристо. Это HB. В общем, тут будут все такие одинаковые мягкости, типа HB, B, 2B, B, я уже говорила это, я не помню. Короче, все они плюс-минус одинаковые. В общем-то, здесь у нас Pentel. Вроде там должны были быть цветные какие-то стержни. Мне вот сейчас интересно, они действительно цветные или это обман какой-то? Это Pentel разная мягкость. Потом я заказала еще от Faber-Castell. Я никогда не использовала от них стержни. Мне стало интересно, типа, какие они на самом деле. Вот тут несколько разных мягкостей. И еще один вообще другой. И еще один, который вообще отличается. Я не понимаю, чем только. Тут как бы особо ничего не написано. Тут написано Super Polymer. А тут написано Compound. Не знаю. В общем, посмотрим. Потому что как-то раз я купила очень дешевые стержни, они стоили 11 рублей в Ашане. И они, ну как бы, я их выбросила, потому что они просто ломались. Они крошились в руках. Когда ты вставлял их в карандаш, они крошились. Это видео я решила разделить на две разных части, поэтому если вы хотите посмотреть вторую распаковку, то заглядывайте на мой канал. Продолжение будет там.